Свершилось! Технолит сделал чугунную отопительную печь. И сегодня рассказ про нее. Естественно, мы все затопим, растопим, раскрутим, посмотрим, что внутри. И услышим, что это вообще за печь. Александр, вы его все знаете, представитель Технолита, будет рассказывать, а я буду показывать. Рулетка есть, понеслось. Какая концепция? Как назвали? Отопительная варочная печь. Называется Grand 14. Полностью чугунная, разборная конструкция. Печь рассчитана на отопление примерно 100 квадратов, то есть, или 250 кубов помещения. Имеет две варочных поверхности. Вот этот патрубок, это для подключения дымохода как сверху. Его можно переставить на тыльную часть. А вот эту вот заглушку, которая представляет собой комфорку, поставить сюда. И будет дымоход с задним подключением, две варочные поверхности. И отопит, и приготовит. Сразу же про чугун спрошу. Какая толщина, какая марка, вот это вот все. Чугун наш специальный, по нашим техническим условиям сделан, с содержанием хрома до 5% в некоторых деталях. По такой же технологии, как мы и банные печи делали, это 3 марки чугуна. В одной печи 3 марки. Да, чтобы разные детали работали по-разному. Масса данной печи 140 килограмм чугуна, то есть она теплоемкая. Если горение прекратится, она не перестанет отдавать какое-то время еще теплом. Так, давай посмотрим, прямо что поразбираем, да. Я вот эту детальку отложим. Я знаю, что ты залезешь внутрь обязательно. Так, ну-ка покажи-ка. Ага, вот это я первый раз вижу такое. Это как на банных печах мы используем увеличение площади контакта с огнем. Также и здесь на комфорках, чтобы здесь на них была температура больше, чтобы быстрее вскипела вода для чая, либо что-то пожарилось. У нас есть эти теплосъемные шипы на комфорках. То есть не нужно комфорку раскручивать, то есть благодаря этим шипам можно сюда поставить прямо чайник или сковородку, и пища приготовится. Да, правильно, да, поэтому даже пока не думали, чтобы сделать именно наборные кольца, чтобы можно было снимать и на прямой огонь ставить чайник, там, либо кастрюлю, либо сковородку. Температура на них очень достаточная для работы. Вот вторая комфорка, которая сейчас нам используется в виде заглушки для заднего подключения, для тыльного включения дымохода. Точно такая же? Точно такая же. Если мы сейчас открутим, поставим сюда, у нас будет две комфорки. Так, диагональ 18 сантиметров. И тут 18. Конечно, одинаковые абсолютно. И там 18. И там 18. Дымоход сюда не нужно ставить? Нет, или сюда. Можно? Нет. По конструкции движения пламени только либо сюда, либо на тыльную часть. Здесь сложная система рассекателей пламени. Да. Огонь проходит по 4 сторонам, возвращаясь к дымоходу. То есть эта печь далеко-далеко не прямоточная. А какая толщина? Везде одинаковая или разная? Здесь я вижу шестерочку. Здесь вот есть утончение шестерочка, но здесь еще накладывается у нас комфорка всегда. Общая толщина 10 миллиметров. Это верхняя крышка, боковые стенки. То есть вот это вот все тотально... Да, реально, ребята. Да. Тут толстая вот эта вот штука-то вот такая. Ого, а вес какой? Еще разок. Эта конструкция весит 140 килограмм. Так, очень хорошо. Ну что, переходим к дверце. 2 рычага управления стандартно. Один рычаг перекрывает или открывает подачу воздуха на стекло. Коли речь пошло про то, что мы видим в топке, диагональ 30. О как, вообще отлично. Второй рычаг. Это открывает подсос воздуха. Для колосникового горения. Так, значит, внутри есть колосник, мы его видим, значит, есть зольный ящик. Дверца не право-левосторонняя, открывается справа налево. Стандартный орган управления дверцей. Ручка, обычная ручка, то есть не могу сказать там какая-то, ручка. Нормальная ручка, 11 сантиметров. По толщине... что-то 1,5 сантиметра. Вот такая вот ручка. Так, идем дальше. Видим, что здесь проложен шнур. И тоже очень интересное решение. Я вижу такое решение первый раз, когда уплотнительный шнур не на дверце, а на самой
печи на корпусе. Почему так? Да, на передней стенке здесь есть паз, в который вставляется печной шнур. Это керамический кремнеземный шнур. Так получается более надежно, он лучше держится, чем если мы его делаем на дверцу. Здесь он используется только для уплотнения между стеклом и вот этой сплошной рамкой. Никогда ее не поведет, сколько по ее времени не топили. А для герметизации уже самой дверки с корпусом используется... Интересное решение. Я вот первый раз такое вижу. Ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, лучше такое решение или лучше по старинке сделали вот сюда вот, проложив шнур. Что я вижу однозначно хорошее, в чем не сомневаюсь, это то, что стекло закреплено с помощью рамки. Это говорит о том, что стекло не лопнет от перепадов температур, когда здесь горячо, а здесь еще холодно. Опять же, интересное решение использовать, как это называется, вот эти вот... Это высокопрочные метизы. Высокопрочные метизы. О, а с этой стороны нету. Они раскручиваемые, если Да. Стекло надо заменить, допустим. Да, здесь шестигранник на 4 и раскручивается. Так, ага. Здесь тоже шестигранник, только большего диаметра. Ну что, отличная дверца. Мне нравится. Такой, знаешь, вот стиль такой сугубо европейский. Похоже на европейскую печь. Ну, стараюсь сделать модный печку. Но внутри не по-европейски. Внутри все по-нашему. Все по-нашему. По-гефестовски. Шипы, они везде. Они окружают абсолютно всю топку. Для теплопередачи на стены печи. Первый вопрос, который у меня возник в голове, когда я печь увидел, почему здесь нету оребрения для лучшей теплопередачи, как бы увеличить площадь теплопередачи. Тут как бы плоскость практически, ну, есть небольшой изгиб, но если бы можно было бы сделать такие вот оребрения, было бы интересно, но теперь я понимаю замысел. Всем известно, что компания ГФС приверженец вот такого стиля теплопередачи, это шипы, и шипы передают быстро тепло на эту часть. Дальше смотрим, что мне бросается в глаза, когда я вижу топку. Мне бросается в глаза вот эти вот шпильки. Неужели вся печь на раз-два, наверное, тут тоже на 4 шпильках? Да, совершенно верно. А это какой-то специальный металл у шпилек? Или чугун-то он же попрочнее, чем железо, или нет? Почему на шпильках? Чугун попрочнее, шпильки каленые, то есть они не будут не растягиваться, не деформироваться. И они стягивают непосредственно верхнюю Плиту. То есть это с нижним плита. основанием. Они через всю высоту печи проходят. То есть печь не цельно литая, а состоящая из каких-то частей. Давай перечислим части, из которых состоит печь. Это верхняя панель. Верхняя панель, соответственно, с комфорками и с патрубком под дымоход. Так. 2 боковые стенки. То есть раз стенка. И вот эта вот как бы щель, она показывает, что это одна стенка к другой прислоняется, правильно? Да, там конструкция соединения паз-гребень. Ага. А нужно герметик наносить или прямо без него? Нет, собирается на герметик. То есть стандартно, как банные печи? Да, так же, как вот мы отработали технологию изготовления банных печей, точно так же и на отопительные решили применить. Так, интересно, интересно. Я такой конструкции еще в отопительных печах не видел. То есть 4 стенки, верх, соответственно... Основание с ножками. Основание. Оно уж ножки... Ножки тоже можно открутить отдельно. О, они тоже прикручиваются. Вот сейчас вы видите низ. Там тоже рифление. Все по-взрослому. Так. Ножки имеют, смотрите, вот такой вот выступ. Это для того, чтобы транспортировать удобно с одной стороны, а с другой стороны можно винтом соединить на даче, чтобы не сперли лихие люди вашу печку. Вернемся к топке. Что здесь еще я вижу интересного? Огромнейший
Просто огромнейший колосник. Вот это да. Так. Я его попытаюсь сейчас вынуть. Он тяжеленный. Посмотрим, что это такое. Скажи, пожалуйста, а это какой-то стандартный размер? Ой, если что, его заменить можно на рынке? Или это какой-то специфический? Размер стандартный, но это наш. То есть, если видишь, на нем аббревиатура от барной печи. Так, то есть можно, Одной из если наших что, моделей. купить прямо у вас. Если... Ой, да Ну, какой, я не думаю, ребят, что какой придется купить? когда-нибудь. Да вы посмотрите на толщину, он Он достался от барной вечный. печи, где другие температуры у нас используются. Я думаю, в отопительной печи он будет вечен. Смотрите, в самой толстой его точке 3,7. Нет, сейчас вот так. 3 сантиметра. Вообще крутяк. Но колосник очень огромный. Огромнейшая подача воздуха внутрь топки. Мне это говорит о том, что печь вряд ли рассчитана прям вот на режим копчения, он же режим тления, он же режим длительного горения. Я прав или не очень? То есть про Не было 12 задачи часов сделать как на одной котел закладке. отопительный, да, длительного Не горения. Нет, но дрова она не сжигается, если посмотреть на верхнюю часть там сложной системы. Это дойдем. Скажи сразу, на одной закладке дров сколько горит, если перекрыть заслонку практически до конца и перекрыть все вот эти вот рычаги? В зависимости от дров, от уровня тяги, но если все закрыть, около 2 часов будет гореть. 2 часа. То есть это прямо вот замена европейским печам, которые как раз по такой технологии сделаны. То есть яркое горение и быстрое тепло. Яркое горение, быстрое тепло, но можно, когда печь набрала температуру, разогрелась, позакрывать все, чтобы уже на таком приближенном к режиму тления работала. Так, ну у нас есть еще одна печь, Ну, мы это сегодня проверим. которая вот стоит посаженная на дымоход, мы ее обязательно подожжем. Дальше. Сложный реально отбой пламени. Посмотрим, как это организовано. Это из 2 частей состоит. Да, совершенно верно. И пламя идет не вверх, она идет пламя по бокам туда, через вот эти вот отверстия, и вот здесь вот тоже боковые. То есть все пламя как бы сходится вот здесь вот где-то. Ну, вот здесь вот. Ага, подвижная, то есть вынуть можно. Да, можно. Смотрите, там шипас. О. Ну что, вынем? Попробуем? Я одной рукой не смогу это сделать, у меня камера телефона. Сможешь? Или надо там раскрутить винты? Нет, можно его снять и так. Так. И, кстати, давайте сразу про прочистку. Взял да прочистил. Ой. То есть снял варочное кольцо и прочистил. О, что-то сложное. Это задний рассекатель, есть, соответственно, еще передний. Так, такого я не видал. Давай передний посмотрим. Круть. И это передний. Слушай, ну то есть, если надо что-то прочистить, можно даже просто руку туда просунуть и все это вынуть. То есть не на болтовых Да, соединениях. даже не обязательно. Вот сейчас я помогал себе рукой сверху, это можно сделать и из самой топки. Вот это правильный подход. Удобство эксплуатации. Так, идем дальше смотреть. И все это держится вот на такой вот... Поперечная штанга, и есть еще боковые отсекатели, вот эти пластины. Вот теперь-то все понятно. Интересно. Я первый раз снимаю такую печь. Так. Ну и теперь важный момент. Это замер размеров топки. Итак, длина 42,5 сантиметра. Диагональ 30. Ну, это Нет, проем 29, да, проем дверцы, потому что здесь мешает вот эта штука. А что это за штука?
Это чтобы это декоративное как бы ограждение, планка, чтобы и дрова лежали там, не вылазили сюда, и чтобы уголь, если скатывался, он при открывании дверцы не оказался на полу перед. Ты сказал слово уголь. Это только дровами или углем можно? Нет, имею в виду угля. Не, на всякий случай дров. просто... Нет, предназначено для дров, либо древесных брикетов. То есть не углем. Не Понял. углем. Понял. Все, вы услышали. Не надо туда уголь бросать. Так. Диагональ я вам сказал, длину померил. Ну, наверное, надо ширину померить. Тоже сейчас как-нибудь померим. Минуту. Ну, здесь где-то 32 сантиметра, правильно? В ширине. Так. Посмотрим, что собой представляет зольный ящик. Слушайте, огромный, широкий зольный ящик. И смотрите, объясню, ну, как мне кажется, почему здесь загнуто. Потому что у многих зольный ящик не загнут, для того, чтобы можно было черпануть золу у стены. Здесь же, смотрите, как он вставляется. Он проходит чуть глубже, ну, как чуть, намного глубже, чем оканчивается зольный ящик. То есть вот здесь вот будет падение золы, и тут свободное место для того, На самом чтобы... деле падение золы будет еще меньше, потому что у нас Вот еще бортики. бортики. Да. Самые Ну что, продумано. Так. Ну, наверное, у большинства зрителей все же вот вопрос касаемо комбинация двух металлов, чугун и сталь в одной печи. Стали здесь много, потому что, ну, вот шпильки, и мы видим там блестящие эти, как их, винты. Что быстрее помрет? Чугун или сталь, или одинаково? И можно ли заменять эти шпильки, ну, обратившись в хозмаг, к примеру? В хозмаг, наверное, не стоит, но надо поискать, чтобы они были вот высокопрочные, 10.9, чтобы они выдерживали. Это те же самые шпильки, которые вот я просто глаз вижу? Те же или другие? Те же Диаметр. шпильки, да, потому что здесь температурной нагрузки нету, но есть нагрузка на резьбу, поэтому тоже они в свое время были заменены на вот такие. Вопрос такой, вот, ну, известно то, что вы работаете с рекламациями, если вдруг шпильки выйдут из строя, ну, из-за эксплуатации, там, к примеру, там, через 5 лет, там, не знаю, через 10 лет к вам обратиться можно, чисто шпильки купить? Да, за любой деталью можно обратиться. Все, Конечно. вопрос снят. Так, что еще тут показать? Что больше показывать? Тебе, может, есть что добавить, потому что я хочу уже растопить ее. Собственно, конструкцию посмотрели, можно загружать дрова, разжигать. Ну, давай покажем, пока дрова еще не положено. Печь та же самая, как вы видели, которую мы разобрали. Вот она, красивая, роскошная. И что здесь интересного? Диаметр дымохода и как монтируется дымоход. Я вижу, что дымоход просто стоит, не внутрь засунут, а собран по дыму. Вы так рекомендуете? Или, ну, да, кстати, и про диаметр. Какой диаметр дымохода должен быть? Диаметр дымохода 130 миллиметров. То есть вот это 130-е. Да, внутренний диаметр 130. Собирается старт от печи по дыму, либо сверху, либо, соответственно, на тыльной части. Ну, тогда к тебе вопрос от всех продавцов. Обычно у нас в магазинах лежат дымоходы 115, 120 и 150 диаметра. Почему вы выбрали не самый ходовой диаметр 130? И будут ли какие-то переходники или еще что-то, что поможет магазинам не держать ассортимент еще 130-го дымохода? Я для тех, кто не магазин, а потребители, ребят, это очень важный вопрос. Потому что когда ты барыга, торгуешь барыши-навар, то ты за свои деньги, за деньги коммерсанта, в свой собственный магазин закупаешь дымоход. И так как время, сами знаете, какое, люди, ну, коммерсанты пытаются сэкономить. К примеру,
150 диаметр держится в магазине всегда в наличии, потому что у тебя есть котлы. Все котлы практически используют 150 диаметр. И у тебя есть 115 диаметр, который используется в банных печах. И есть еще 120 диаметр, который используется в отопительных печах, буржуйках. И самые прошаренные продавцы берут переходничок со 115 на 120 и для банных печей продают дымоход 120 диаметра бесплатно, к примеру, отдавая переходничок 115 на 120, тут же 130 диаметр. Что делать? Ну, проблем со 130 диаметром, ну неужели такая серьезная? Да. У нас печи банные, больше половины ассортимента работает на 130 диаметре. И эта печь по расчету тоже она предназначена на 130 диаметр. Допустимо использовать переходник на 150 диаметр. То есть на расширение можно. Расширение, да. Так, опять же, как коллега всем продавцам, точно знаю, что всегда в магазине, ну, есть 130 на 150. То есть для торгующих организаций 150 дымоход есть, значит можно продать дымоход 150 с переходничком 130 на 150. Ага, все, разобрались в этой теме, потому что тема очень важная. Единственный, наверное, момент, это есть ли сейчас разница между 130-м дымоходом и 150-м дымоходом по цене. Но это уже другой вопрос, вопрос коммерции. Так, знаешь, что мы забыли сделать? Мы забыли размеры печи показать. Да. Рулетка есть? Или ты, может, вдруг на память помнишь, что по высоте? Нет? Не, на памяти помню. И я. Так, 68 в глубину 51 практически. И еще один параметр ширина или широта. 36 сантиметров. Напомни, пожалуйста, вес. 140 килограмм. 140 килограмм. Мощно. Мощно. Есть еще нам что рассказать, прежде чем начнется процесс окисления, то бишь поджог. Да, я думаю, мы все уже про нее с тобой посмотрели и рассказали. Окей. Ну, смотрите, и логотип тут прям в кайф. Ну что, будем поджигать? Положили дров. И сейчас будем поджигать. Welcome, поджигайте. И пока разгорается, напомню, что у нас есть друг Виктор. Это вещь, которая покажет нам температуры полностью. Где, что, как горит. Время без 15:11. Подождем и начнем показывать красоту горения, коль такая найдется. И температуры. А они найдутся точно. Прошло 4 минуты. Посмотрим красоты. Красиво. И понятно становится, для чего еще шипы нужны. Для того, чтобы дрова не лежали вплотную, и между дровами и топкой горело пламя. Включили Виктора и смотрим. Прошло еще чуть-чуть времени. И давайте посмотрим, как происходит отбой пламени уже в телефон. Видите, пламя ударяется о пластину и огибает полностью эту пластину и заходит по бокам. И почему мы увидели вот здесь вот горячо, а вот здесь вот синенько? Да все просто, потому что дрова взяли коротыши, и видите, они находятся, ну вот примерно вот здесь вот свободное место, и это как раз свободное место попадает на варочную поверхность. Если бы мы их приблизили, тогда бы тепловая картина бы изменилась. Ну, есть прибор. Нет уж, давай ты, я не умею. Давай попробуем дрова. Погоди, приблизить. И я сейчас правильно открываю дверцу.
То есть, ну, чуть-чуть открыл, а потом уже откроем. Мы смотрим, будет печь дымить или не будет. Как видите, дым не идет. Это говорит о том, что конструкция хорошая, отлично. Смотрите, вот сейчас мы дрова придвигаем, и все, у кого есть печи, знают, что если мы приблизим дрова близко к стеклу, то будет выделяться сажа, и стекло потенциально может закоптиться. Поэтому мы не будем проводить эксперименты по закапчиванию стекла, так как печь все-таки камин такой, да, а не печь тления. Чуть-чуть туда все-таки заглубим. Вот. Еще раз, видите, дым не идет в помещение, несмотря на то, что дверь полностью открыта. Саш, скажи, пожалуйста, ну, вы ставили же однозначно эксперименты разные. Если подключение дымохода не прямое, а боковое, также здесь дыма не выходит? Ну, также не меняется. Эффект тяги, он остается точно такой же. Единственное, какой дым мы сейчас видим, это полимеризация краски. И через какое-то время вся краска будет полимеризоваться, и вся печка будет в дыму. Но это не тот дым, который изнутри топки. Вот. Ну, стекло чистое. Ну что, 15 минут прошло. Ладно, подождем еще чуть-чуть. И опять включим Виктора, чтобы он нам показал, какие температуры будут при эксплуатации уже серьезные. Не то, что на момент растопки, а вот конкретно все погорело. И посмотрим, что будет. 11 часов 5 минут. И я проверяю специально для тебя органы управления данной печью. Не горячие ли, не клинят ли. Сейчас все узнаем. Держусь за пипку. Закрыл, открыл, закрыл, открыл, закрыл, открыл. Работает все, не клинит. Вот. Странно даже, как так интересно. Реально. Ну, 20 минут, а я держусь. Так, ладно. Смотрим дальше. Вот этот вот орган управления. Ну, вообще холодный. Не знаю, что это за мистика. Может быть, специально к моему приезду в технолите чем-нибудь побрызгали таким, чтобы орган управления был холодным. Ну, в общем, видите, ничего не клинит, все работает отлично. Дальше. Ручка. Ну, вот здесь вот тепленько, а здесь холодная еще. Я не знаю, почему так. Ну, вот, открыли, закрыли. Открыли, закрыли. В общем, органы управления отлично сделано. И мне это нравится. Что, а теперь, Виктор, настало твое время. Включили Виктора, смотрим температуры. Итак, температуры на панели не изменились, как вы видите, 220 градусов. Так как мы сместили дрова сюда поближе, то варочная поверхность уже набирает температуру больше, то есть порядка 100 градусов. Но это прошло всего, ну, полчаса. То есть если еще час ждать, еще полчаса подождать, то и варочная поверхность тоже нагреется. Ну, мы это видим, как работают потоки пламени, что они вот здесь вот соединяются. Дальше. Несмотря на то, что у нас сейчас дрова повернуты вот сюда, поближе, да, ядро тепловое вы прекрасно видите. Обойдем с этой стороны. Вот оно ядро. Оно смещено ближе к задней части печи. Ну и самое интересное — дымоход. Самая горячая точка — это там, где патрубок печи втыкается в дымоход. Или наоборот, дымоход, точнее, втыкается в патрубок печи. 220 градусов.
На самом дымоходе через полчаса активного горения 100 градусов. Все температуры видите, все по-честному. Ну и меня интересует, почему у меня ручки холодные были. Давайте посмотрим температуру на ручках. 30 градусов. Почему так, не знаю. Давайте еще подождем чуть-чуть. Почему бы не подождать? 10 минут 12. Попробую поиграть с органами управления. Тут открыто, тут закрыто. Откроем все. Посмотрим, как пламя будет усиливаться. Так, что видим? Видим, что аж хлопают дрова. Ну, реально увеличивается моща пламени. И теперь возьмем да перекроем органы управления. Перекрываем здесь. Перекрываем здесь. Заодно подождем минут 5-10, посмотрим, не закоптится ли стекло. Почему бы нет-то? Сейчас все перекрыто. Все и узнаем. Видим, как пламя немного уменьшает свою активность. Прям вот на глазах. На ваши же. Сейчас вернемся. Пока печь в режиме тления, вопрос генеральному директору Карену Лаврентьевичу. Скажи, пожалуйста, какая концепция была при создании печи? Что вы хотели и что вы получили? Мы хотели... Здравствуйте. Мы хотели... Взяли европейскую концепцию, в принципе, отопительно-варочных печей. Модернизировали в плане увеличения площади теплопередач. То есть внутри топки выставили шипы для того, чтобы более динамично нагревать боковые стенки, увеличивая площадь поверхности. Утолстили стенки для того, чтобы больше теплоемкость была печи. Ну и все металлические вещи снутри печи убрали, пламяотбойники, все. То есть печь потяжелела немножко, но зато стала более эффективной. За основу какая печка была взята? Коза 10-я, то есть за основу взята. И внутри уже все изменено, то есть более усиленная, то есть более динамичная, для динамики увеличена площадь, для теплоемкость толщина, ну и химсостав, то есть более надежный. Почему сейчас мы их пока не продаем? Мы ждем немецкую краску. Это вот Церта, которая, как ты видишь, дымит. Да, она сейчас через какое-то время перестанет дыметь. Ну, мы их уже давно сделали, месяц как полтора они у нас есть. Мы их не продаем. Ждем краску для того, чтобы вот этого дыма избежать. Ага, в продаже будет другой цвет или такой же? Цвет подобный, то есть она чем-то схожая. То есть мы до этого брали вот Синотеп, немецкую краску, и под нас колировка была сделана примерно вот такого же цвета. То есть на выбор мы сделаем два цвета, черный и вот такой, графитовый. И там пусть люди выбирают, и дальше уже в серию пойдет то, что выберут. То есть выберут черную, значит черная пойдет. Выберут графитовый цвет, значит в серию пойдет графитовый цвет. То есть будет голосование, там уже определимся. Мы ее не продаем, уже месяца полтора-два она у нас готовая, тестированная, все. Единственное, то есть из-за краски, которая сейчас только придет в марте месяце, мы начнем, то есть не хочется, то есть цертой красить, чтобы не дымело. Плюс какая, то есть более герметичная печь, если от козы брать. То есть коза менее, то есть у них герметизируется только передняя и задняя стенка. Здесь и боковые стенки, и низ, то есть мы полностью герметизируем. Я сейчас немножко отвлекусь. Значит, у нас сейчас все перекрыто. Время прошло
порядка 10 минут, ничего не закоптилось. Я сейчас открою все и начнем разговор. Кстати, тут завинчено. Да, Оп, и зафиксируем. Вопрос какой? Вопрос цены. На кого смотришь по цене? С чем? Средняя Как категория конкуренция? людей, то есть средняя категория, цена будет 65 тысяч, вес печи 140 килограмм, жаростойкого чугуна разной марки, то есть используется 65 тысяч с это немецкой на краской. март 2023 года. Актуальная цена по ссылке. Ссылка, как обычно, снизу. Да, в марте мы где-то начнем ее, как придет краска, начнем уже реализовывать, потому что все для этого готово, ждем только краски, то есть краска та, которая позволит нам, чтобы печь вот так, как вот Церта, не дымела, то есть другой краски пока нет такой, чтобы она не дымела. Да, она продымит, конечно, и в будущем больше дыметь не будет, но все равно не хочется, чтобы в доме человек начал топить и дом пропитался. Ну, вообще все печи на улице лучше протапливать. Ну да. Давай о хорошем. А какие-то еще вот в такой вот концепции печи на другие объемы планируются? Да, да, конечно, планируются другие. То есть мы по банной теме практически, у нас 5 линеек, больше развивать не будем, это максимально, то есть, потому что сейчас вышла еще печь в эконом-классе до 18 кубов, в принципе, стартует там с 39 900 печь, и у нас принципиально, то есть по банным печам мы Все, закрыли тему. Да, ну, И теперь отопление пойдет. появятся сейчас пару печей еще с закрытыми чугунными каменьками, с две каменки будет. Так. Внутренняя каменка будет чугунная и стандартная, то есть это постараемся до апрельской выставки их сделать. Будут печи на газу, то есть будут печи на пеллетном горении. Ну, те же стандартные наши печи, только адаптированы под газовую горелку, то есть с управлением через телефон, то есть современное управление, корейские горелки хорошие, то есть проверенные, уже 3 года работают на наших печах. И дальше у нас развитие будет отопительное, то есть в сторону отопительной печи. Будут и теплонакопительные отопительные печи, и конвекционные, и варочные такие печи. То есть будут уже расширяться концепция, то есть большие каминные печи. То есть полностью компания сейчас переходит на именно Отопительную часть. отопительную часть. Сегмент туда. Отопительный сегмент. Как ты знаешь, я придерживаюсь концепции для бедных. Будет ли что-нибудь для бедных в Да. районе 25-30 тысяч по Мы вот отоплению? мы уже сделали, в принципе, печь круглую, отопительную. И на днях ее тоже презентуем. Там в районе 35 тысяч будет стоить. То есть, А на какую кубатуру? ну, затравочку? Примерно мощность где-то 8 киловатт будет. В ней варочная панель большая. На ней будет. Чтоб то есть, казан стал. Да. О! Все, зовите в гости, как Да, сделаете. Да, обязательно. То есть, и скоро она тоже будет готова. Вот, ну, ниже 35 тысяч 100-килограммовую печь, ну, это нереально. 100 килограмм, Да, отлично. то есть уже нереально сделать меньше. Ну что, спасибо за экскурс в будущее. А сейчас опять включаю Виктора и смотрим, какие температуры. Так, поехали смотреть. Как вы видите, температура вот здесь, вот там, где тепловое ядро, не изменилась, 224 градуса. Но изменилась за это время температура в районе варочной поверхности. 170, 180, ну, говорим 200 градусов. То есть за чуть меньше, чем час можно уже ставить сковородочку. Но я тут выяснил, что будет еще одна модель, у которой будет просто варочные кольца. Чуть-чуть позже, пока вот так вот. Смотрим дальше. Ну, вот вы видите тепловое ядро, оно все ширше и ширше, как говорится. И дымоход. Так, какая температура на дымоходе? На дымоходе ничего не поменялось, 220 градусов на патрубке.
И на самом дымоходе 150 градусов. Вообще отличнейшие показатели. С учетом того, что мы на полную печку кочегарим. И здесь нету заслонки, обратите внимание, то есть вообще ее нету. И вот такие результаты, при том, что полностью открыты органы управления. Дальше. Температура на органах управления, сами видите, 30 градусов. На ручке, не знаю, смогу поймать, не смогу, 60 градусов. И на пипочке, вот на пипочке уже 80 градусов. Так, выключаем нашего друга Виктора, который, в отличие от меня, все время рассказывает и показывает честно. Оканчиваем ролик бородатыми людьми, которые все знают. Когда ожидать точно в магазинах России? В ближайшем месяце новая отопительно-варочная печь Гранд 14. 14, потому что это 14 киловатт. Ищите в лучших печных магазинах. Спрашивайте. Ссылка на производителя снизу и актуальная цена также снизу. Все вы увидели по чесноку. Вот это дым, это краска. Я чисто показать внешний вид. И еще раз убедиться в том, что когда даже уже дрова прогорели, берусь за ручку, открываю дверцу и смотрю на кристально чистое стекло. Это технолит.